Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать об уходе за прививками, за привитыми деревьями, так как это делаю я. В прошлом году я показывал прививку за кору. Там яблоня была и абрикосы. Ну, яблоня там у меня в конце концов она не прижилась из-за солнца, из-за того, что была такая очень солнечная погода. В принципе, прививка прижилась сама, и даже там достаточно нормально пошел прирост, но в конце концов солнце его сожгло, поэтому, к сожалению, так. Ну вот я хочу рассказать о том, что есть нюансы в этих прививках после того, как прививки приживаются, и о том, что надо делать, чтобы сохранить. Ну вот в этом году я тоже сделал прививки абрикосы здесь. Вот если присмотреться, ну если видно, уже чуть-чуть попринимались и чуть-чуть почки стали распускаться. Ну, это в таком начальном состоянии. Значит, первое, необходимо обеспечить от солнца, защиту от солнца. Ну, делают пакетами, накрывают, делают там по-разному. Вот. Можно листьями какими-то, значит, ветками закрывать. Ну, я вот закрываю просто вот так, делаю такой ящик, и через этот ящик, чтобы солнце не так сушило. Вот сделал прививку тоже на абрикос. Тут уже, кстати, зацвела абрикоска. Ну, этот цвет, этот, конечно, опадет. Вот, но видно, что прививочка прижилась и вот в таком состоянии. То же самое, вот так я делаю. Вот, и закрываю от солнца. Вот первый нюанс, то есть защита от солнца. Второй нюанс. И вот я покажу на примере вот этой прививки. Здесь у меня слива была. Значит, слива, ну, долго я не решался ее перещепить. Все-таки ждал. Она... Ну, и не нравились мне и плоды, и количество плодов, то, которое здесь было. Поэтому вот я перещепил, в конце концов, перещепил на вот раз, два, три, четыре. Это все 4 разных сорта. Вот, то же самое видно, что вот здесь вот видно, что прививка прижилась. И я надеюсь, что в конце концов приживется и будут у меня здесь нормальные сливы. Вот. Но одна из проблем здесь, значит, какая? Муравьи. Постоянно здесь, как только потеплеет, муравьи обязательно будут здесь разносить тлю. Тля это обязательно не даст развиваться листьям. Вот поэтому, чтобы уберечь от муравьев, я пользуюсь вот такими различными, есть клей продается для ловчего пояса, и потом делаю такой ловчий пояс. Он не дает муравьям подниматься к этим прищепам. Вот такой нюанс. Вот, можно по-разному, делают по-разному там ловушечки. Ну, я вот покупаю такой клей, в принципе, достаточно нормально защищает. Если он в какое-то время подсохнет, можно еще чуть-чуть пройти, обновить. Вот, но это надежная защита для того, чтобы уберечь эти наши прививки. Вот второй такой нюанс. Вот здесь у нас вот эта прошлогодняя прививка. Я показывал саму прививку, как мы делали ее. Вот она прижилась и вот такой прирост дала. Здесь необходимо теперь начинать формировать уже саму как бы, ну, будущую крону дерева. И тут такой нюанс. Вот пошло 2 таких ветки, 2 толстых таких веточки, 2 побега. Вот. Один из них получается центральный, а один боковой, который сбоку вырос. Если вот таким вот образом мы оставим, и это со временем будут 2 больших скелетных ветки, то вот эта ветка обязательно вот в этом месте отломается. Отломается уже от будущего дерева там через несколько лет. Поэтому что необходимо делать? Вот эту центральную мы оставляем, мы с ней ничего не делаем, а вот эту боковую, ее необходимо ослаблять для того, чтобы в конце концов ее мы потом полностью вот здесь срежем. Можно и сразу здесь ее срезать, но тут как бы для такого еще, ну, маленького этого прироста это будет большая рана, и лучше это сделать чуть попозже, допустим через год. Поэтому что мы делаем?
Мы ее, во-первых, укорачиваем, вот насколько. Вот таким вот образом мы ее укорачиваем. И вот здесь есть боковая веточка, мы ее тоже вот берем, укорачиваем. Вот. То есть здесь еще есть немножко почек. Прирост какой-то еще будет идти. Ну, здесь мы заделаем садовым варом. Вот. И здесь какое-то время она будет расти. А вот основной сок весь будет идти вот в этот центральный побег. И потом, в конце концов, мы ее здесь, здесь уберем. Вот что дальше, как ухаживать за прищепами. Ну, подойдем, вот еще у нас одна есть. То же самое в прошлом году мы делали эту прививку. Ну, тут вот видно, одна не прижилась, а прижилась одна. Но тут она сформирована таким образом, что идет вот один центральный, и он нормально развивается. Вот. Единственное, что опять же, чтобы вот сюда в центральный побег шло больше сока, то вот эти боковые немного надо делать такую прищепку им. Вот эти нижние чуть-чуть, чтобы больше сок все-таки шел в этот центральный проводник. Вот эти все боковушечки мы по чуть-чуть их надо укорачивать. Вот. Полностью их срезать нельзя, потому что корневая система там более мощная, чем прирост сверху. Поэтому полностью прирост этот весь удалять нельзя. А оно свою положительную роль играет. Вот на примере вот этой прищепы я расскажу, как ухаживать за такими, за такими привитыми деревьями уже в дальнейшем. Этой прививке уже где-то, по-моему, 3-й год. Значит, что здесь? Вот видно 2 черенка, которые были привиты. Вот, ну позже тут я опять же еще раз перепривил. Вот видно место перепрививки, это я 2-й раз перепривил. Вот, значит, ну уже вот такой пошел у нас, прирост. Ну, первое, этот прирост необходимо обязательно к чему-то привязывать. Вот у нас видно, что привязано. Второй нюанс. Ну, конечно, очень высокая, очень высокая. Если ее не обрезать, то она все равно со временем вот здесь может оторваться. Поэтому первое, что мы делаем, делаем ее ниже. То есть делаем ей обрезку. Ну, обрезку что? Делаем боковые, обрезаем. Насколько там, на какую-то, значит, вот высокий очень прирост, это все мы сделаем обрезку. Так, вот таким вот образом. Это для того, чтобы, значит, это привитое дерево не сильно шло вверх, а чтобы все-таки здесь скелетные ветки пошли ниже и толще был сам ствол. Теперь, вот видим, есть такая ветка пошла. Она практически параллельно вот этой основной. Вот. Если ее не привязывать, со временем она вот здесь, значит, отломается от этого, значит, основного ствола. Поэтому что? Ее надо обрезать. Берем, обрезаем. Так, вот такой вот нюанс. Что еще? Теперь вот видим, значит, здесь было 2 черенка. Вот один мы сюда пустили, значит, весь сок идет сюда. Здесь этот пока мы обрезать не будем, потому что он все-таки, эта прививка играет тоже свою положительную роль. Но ее необходимо тоже постоянно укорачивать, то есть не давать, чтобы сок сюда сильно развивался. Поэтому, ну что, мы ее то же самое укорачиваем максимально, сколько можем, укорачиваем. Вот, но так пока оставляем. И где-то, может быть, в следующем году, когда уже этот ствол достаточно будет крепкий, вот, мы здесь сделаем обрезку полностью
вот этой стороны мы обрежем. И здесь вот еще такая веточка. Это тоже прививка, которая прижилась, но сюда сок не пошел. То же самое сделать надо ей обрезку. Вот мы ее обрежем под углом вот так. Все. И вот это все сейчас мы заделаем садовым варом. Вот, в принципе, такой дальнейший уход за прививками. Ну и теперь основное, что надо будет привязывать вот эту прививку, чтобы она не оборвалась, пока она достаточно укрепнет и здесь хорошо приживется к стволу. Вот дальнейший такой уход за прививками. Ну и сейчас еще прививку покажем уже более такую, которая больше пошла. Сейчас посмотрим. Вот еще хочу показать одну прививку абрикоса, которую я делал, ну, наверное, лет 8 назад. Я уже тут даже и не помню. Значит, вот прививка была вот в этом месте. Вот. И полностью видно, что уже эта прививка полностью заросло то место, где она была, даже практически не видно. Вот что осталось маленькое место, которое в этом году, я думаю, оно его уже полностью зарастет. Тут была боковая веточка, которую мы обрезали, и тоже уже скоро оно ее закроет. Вот так вот это через несколько лет, что получается как уже дальнейший рост этих прививок. И вот тут мы перещепили, у нас тут хороший абрикос теперь растет. Но, к сожалению, только на одну ветку, остальные ветки не прижились, поэтому вот так они пока для поддержки этих веток используем, а потом со временем мы их уберем.